Друзья, всем привет! В этом видео затронем с вами, давайте обсудим такую тему. А вот после окончания войны, как вы думаете, будут украинцы продолжать выезжать из Украины в страны Европы, в другие страны в поисках лучшей жизни? Останутся ли они в Украине? И сколько граждан Украины вернется обратно в Украину после окончания войны? Вот на эти вопросы постараюсь ответить, свои мысли вам сказать, и мы с вами можем эту тему обсудить в комментариях. Итак, прошло 3 года войны, и мы с вами видим, что число украинских беженцев в Германии не уменьшилось, а увеличилось. По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, в настоящее время, это по состоянию на, новая статистика по состоянию на февраль 2025 года, официально в Германии зарегистрировано по временной защите, по 24 параграфу, 1 миллион 250 тысяч украинских беженцев. То есть прирост на 50-100 тысяч человек. Да? На фоне разговоров, которые мы сейчас с вами слышим о мире, о прекращении войны, мы с вами слышим и видим, да, как журналисты публикуют информацию о том, что там представители США и России встретились, уже ведутся плотные контакты. И понятно, что эти контакты ведутся для того, чтобы прекратить войну. И мы на фоне этого видим тенденцию, что украинцы все равно покидают Украину. И покидают Украину уже, как правило, в поисках лучшей жизни. Потому что прекрасно понимают, что после окончания войны ничего хорошего в Украине, я имею в виду в экономическом плане, в плане уровня жизни не будет. Да? Быстрое восстановление — это очень долго, это займет там десятилетия. И, соответственно, люди уезжают, даже при закрытых границах находят возможности, уезжают и переезжают в другие страны для того, чтобы начать, скажем так, жизнь с нуля и спокойно себе работать, растить детей, и жить в более благоприятных условиях. Конечно же, есть и такие, которые в настоящее время и уезжают из Германии, я имею в виду среди украинских беженцев. По данным Федерального статистического управления Германии, в ноябре, по состоянию на ноябрь 2024 года, Германию покинуло примерно 7 тысяч украинцев. То есть речь идет об украинских беженцах, которые находились в Германии по 24 параграфу, имели защиту, и они вот за 2024 год из Германии уехали. Эти 7 тысяч уехали из Германии и поехали, я так думаю, в другие страны Европейского Союза. Может быть, кто-то уехал за океан, в Америку, в Канаду. Что-то в Германии не понравилось, может быть погода, может быть уклад жизни и так далее. По разным причинам они уехали. Но я думаю, что маленький процент из них, конечно же, вернулся в Украину. Я думаю, там очень мало. В основном большинство из них, 96-7%, уехали в разные другие страны, но не в Украину. И на сегодняшний день тенденция такова, мы с вами видим, да, прирост украинских беженцев по статистическим данным немецким, да, о том, что многие украинцы, покинув Украину, они все равно устремляются и хотят попасть на территорию Германии. Почему? Потому что Германия остается для них, как и для других потенциальных просителей убежища из стран Африки и Ближнего Востока, привлекательным государством. Почему? Потому что она привлекает своими социальными пособиями. Приток украинских беженцев в Изерлон продолжается. Вот такие заголовки из местных СМИ немецких мы можем с периодичностью наблюдать каждые 2 недели, которые публикуются в разных райцах и муниципалитетах. То есть местные газеты об этом пишут, о том, что украинцы прибывают и прибывают. Теперь, что касается окончания войны. Я думаю, что когда прекратятся военные действия, когда наступит мир, когда будет снято военное положение, мы сейчас не берем выборы и так далее. Я думаю, что адекватные люди, которые находятся сейчас в Украине, да и которые находятся за границей, они прекрасно понимают, что для того, чтобы хотя бы уровень жизни был такой, как до войны, должно пройти в Украине не 1 десяток лет. Поэтому я думаю, что тенденция будет такова, что после снятия ограничений на выезд очень много граждан Украины выйдет из Украины. И это не просто мои слова.
Я об этом запишу тоже видео длинное. Значит, есть украинская статистика. Там внутри Украины опрашивали людей и плачевные исследования, результаты. Дело в том, что согласно этих исследований, треть населения Украины сказали, что как только откроют границы, мы готовы уехать из Украины. Это когда будет мир. Треть населения, которое сейчас находится в Украине. Представляете, это катастрофа. Поэтому мы сейчас можем с вами слышать призывы уже депутатов Верховного Совета Украины. Я уже 2 или 3 таких призыва слышал, или мнения, которые они там высказывают средства массовой информации украинские, о том, что даже если закончится война, то границы нельзя открывать минимум год, минимум 2, потому что еще масса людей будет уезжать из Украины. Кто ж тогда будет восстанавливать экономику? Поэтому вот такая тенденция, друзья. И, конечно же, эти люди будут ехать в большинстве своем в страны Европейского Союза. Но уже будут получать статус на общих основаниях. Почему? Потому что когда война окончится, закончится действие временной защиты, и уже они будут просто, как обычные иностранные граждане из Индии, из Пакистана, как квалифицированные работники, должны будут все эти документы оформлять и получать легальный статус в странах ЕС на общих основаниях. В Германию, конечно же, я думаю, что будут меньше ехать после окончания войны. Почему? Потому что в Германии очень сложно получить статус, помимо временной защиты. И поэтому будут, скорее всего, ехать в те страны Европейского Союза, где этот статус можно более легко получить. Это Польша, Чехия, Словакия, например, Болгария, Румыния и так далее. Вот такая ситуация, друзья. Что думаете вы по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.